я же чувствую, что это приближается это время, когда творцы уже наконец-то поймут, кто они, и Мгм. перестанут стесняться своих способностей волшебных. Наш разум руководит процессом, потому что когда божественная душа не воплощена, ну тогда ей физического разума не нужно. Но когда она воплощена, то божественной душе нужно руководство вот этого разума физического. У нас же из-за того, что разделение вот это осталось из-за генетики, вот Ну, это это разделение и не дает как бы творцам осознать их творческий потенциал. Ну, там очень много аспектов, конечно же, и то, что память закрыта, и то, и то, и то. А на уровне физики сейчас есть рычаги управления разумом. И эти рычаги управления находятся в нашем прошлом. То есть в прошлом этого воплощения и в прошлых воплощениях. В прошлых воплощениях люди были воплощены в людей, имели физический разум, поэтому они сейчас пришли для того, чтобы расторгнуть эти контракты в физическом воплощенном разуме. Иначе не получается, потому что иначе эти контракты не будут расторгнуты. А в этом воплощении, когда человек имеет свой разум, он может просто анализировать эти рычаги. А что эти рычаги? Это наши родительские программы, то есть то, что заложили ребенку до 7 лет, когда он развивается, раз. Во-вторых, это вот это убеждения человеческие, которые сформированы этим программированием детским. То есть эти негативные убеждения, я ничего не могу, деньги зло, там очень много этих программ. И вот это и есть эти рычаги, которые вырабатывают негативные привычки. Привычки думать о себе плохо, привычка не верить в себя, привычка думать о Вселенной плохо, о людях плохо, то есть видеть темную сторону. А когда мы Сплошной саботаж. Да, сплошной саботаж. А когда только мы берем под контроль эти сферы, то есть, анализируем, вот, я был ребенком, и вот так это произошло, так я же сейчас большой. То есть я от этого отказываюсь, то есть переубеждаем свое подсознание, что то, что мы верили раньше, те программы, они уже свое отжили, это неправда. Сейчас у нас другая правда. И как мы работаем? Так, как работает наш мозг. А мозг хочет видеть цель. Значит, мы сотворяем себя нового. Вот я новый, у меня такие качества. Вот так я себя веду, вот так я решаю, вот то я имею, вот так и так. То есть вот эта картинка полноценная, полноприводная картинка, как навигатор. Вот эта цель показывает, куда двигаться. Потому что если человек не дает цели своему подсознанию, а там все подряд, ну тогда подсознание не знает, что для человека важно. А если там стоят программы на самоуничтожение, подсознание не делает никаких выводов. Оно думает, что это хорошо для нашего сознания и реализует те программы. Конечно, вот это мы на школе и учим, на этом тренинге, как визуализировать, как использовать альфа-ритм для того, чтобы создавать, сотворять вот этот образ нового «я» в новой реальности. То есть какой я внутри, какие у меня черты, да? Какой я, что меня окружает во внешнем пространстве. То есть дать вот это направление, вот этот центр тяжести. И тогда подсознание, оно подчиняется. Ну а что я могу сделать, говорит. Оно сопротивляется, начинает убеждать нас. Зачем тебе это нужно? Мы же как-то тут уже прижились и со старыми программами. Зачем? А ты ж не знаешь, что будет там. И начинает пугать. Да? Начинает пугать. Ой, не дышите по этой практике, потому что это вредно. Тарас сказал, что это вредно.
не дышите, да, лучше понюхайте папоротник, вот он на мозги влияет. Я бы сказала, лучше покурите марихуану, еще лучше на мозги влияет, да? То есть вот это так программы пугают. Кирпич по голове тоже хорошо влияет. Да, именно так. То есть вот и многие люди, которым не хватает знания, они верят в вот всякую ерунду и верят в такие вот страшилки, которыми пугают же те программы. То есть это человек, у которого нет воли, он не знает, кто он не понимает, в каком мире он живет и не понимает, что ему делать. Так в Библии написано, что погиб мой народ, потому что не имеет знаний. И так ученые говорят, что человек, у которого чем больше знаний, тем меньше страхов. То есть, когда видишь возле себя человека, который всего боится, это же надо аффирмаций, позитивных аффирмаций бояться. Вика, видите ли, не такие аффирмации сочинила. Вот. А вот папоротник в лесу на мысли руководит. Я говорю, я бы такого творца за бороду бы схватила и сказала бы, а что ж ты такое натворил? Почему это не я хозяин своих мыслей? Какую мысль хочу приглашаю, какую хочу выгоняю? А как ты меня сотворил, что папоротник в лесу влияет на мои мысли? Почему бы не розу понюхать или Нет, еще какие-то эфирные масла? я тебе говорю, я их смотреть не могу. Я ржу, я 5 минут посмотрю их видео, а потом 3 дня ржу. Я действительно, это так поднимает настроение, потому что это выглядит... Ну, какая-то польза есть. Ну, есть. Хорошо, что Цирк Творец во клоунов. всем видит оптимистические какие-то вещи. Я посмотрела, 3 дня, я уже 4-й день не могу из-за этих папоротников. Я как вспомню, так и смеюсь. Или как Шикарно. Аня там с этим рассуждают. Понимаешь, мне тоже смешно, я ржу. Они у меня смех вызывают. Готовятся к сеансу, слышишь? И рассуждают. Холодно, света нет, жалуются. И жалуются не на Путина, что он бомбит по энергосистеме, а жалуются на правительство, так косвенно украинское, что типа они вот платят налоги, и как же это так, они платят налоги, а правительство не способно их вот... То есть это что такое? Саботаж. Это внутренний саботаж. То есть люди, которые не могут оценить реальные обстановки. Да все бы прекратилось, да? То если к тебе в дом зашел враг, и все прекращается, когда ты звонишь в полицию, полиция пришла, этого вора, врага убрала из твоего дома. И все. Какие проблемы? То есть, но у человека логики 0 и 2 сидят, как 2 клоуна, и рассказывают, а меня веселят. Будет потом выжиматься. Кто наверх, кто вниз. Да. Вот это так идет выжимка. И весь фокус в том, что люди отказываются от истины. Антимир начался из лжи, то есть ложь запустила вот этот механизм самоуничтожения, и именно на ложь эти люди и тянутся. То есть их ложь дальше продолжает утягивать. Вместо того, чтобы проанализировать факты, то есть совершенно вот эта способность к логическим выводам, к логическому мышлению, она исчезает. Люди где-то витают в каких-то облаках, и вот это так происходит. Ну, так процессы будут происходить. Будет обучаться. Как говорится, не дойдет через голову, дойдет через ноги. Не, обычно это за все отвечает задница. Говорят, это такое мягкое место.
на которой все держится. Если у вас с головой не в порядке, тогда получается, как говорится, Вселенная, она экономична. То, что ей, все то, что не приносит пользу, все то, что не развивается, не улучшается, оно уничтожается, как за ненадобностью. Но мы же тоже, смотри, заглядываем в холодильник, там лежит продукты разные лежат. И тут смотрим, ага, на этом продукте что? Это яблочко, оно уже гнить начало. Мы берем его и выбрасываем, потому что оно уже все. Или обрезаем, если оно только начало гнить. Если Остальное кому-то можно повезло, сохранить. то обрезание помогает, да. Сейчас будет полегче в смысле того, когда будет ощущаться, будет для людей пример, что человек, который живет по конам, будет иметь все, а тот, который будет воровать, он будет иметь Совершенно карму точно. по Да, попе. да. Совершенно. А поэтому для того, чтобы это свершилось и начало работать, то боги должны себя проявить. А как же? Они сидят и боятся поволшебничать. Я тебе рассказывала о нашей клиентке. Говорит, мне нужно будет 2 сеанса. Я говорю, ну хорошо, мне за 2 заплатить? Или, говорю, заплати за 1, а потом посмотрим. Прошло полгода после первого сеанса. Она мне звонит и рассказывает. У нее даже, говорит, а мне не нужен 2-й сеанс. У меня все пошло просто прекрасно. То есть отношения привела в порядок. Бизнес пошел. Купила дом. Что хотела, то все сделалось. Взять Барухая. То же самое. Звонит и рассказывает. Все супер. Почему? Потому что человек позволяет себе иметь то, на что он заслуживает. Да, слышал. Вот, о чем мы это скромничаем? А каким образом это можно? Да? Соломон был богатейший человек в мире. Почему? Потому что, так Библия описывает, потому что он жил по конам Вселенной, по конам Первотворца.